Здравствуйте! Мы с вами продолжаем занятия по психологии. Наше с вами занятие сейчас, как и предыдущее, посвящено нашему возрастно-психологическому блоку. Сегодняшняя тема будет связана с так называемой эпигенетической теорией развития личности Эрика Эриксона. Надо, наверное, несколько слов сказать о том, что это за фигура в психологии и в чем особенность его теории. В общем-то, Эрик Эриксон считается психоаналитиком третьего поколения. Его профессиональное становление было достаточно сложным, непростым. И, в общем-то, он был, вот так получилось по жизни, он стал учеником Анны Фрейд, то есть дочери Зигмунда Фрейда. И одной из центральных проблем, которую, так сказать, решал в науке Эрик Эриксон, стала проблема развития личности. Проблема развития личности и решения этой личностью задач развития. Причем тех задач, которые стоят в разных возрастах перед человеком. И одной из центральных проблем, которые рассматривал Эрик Эриксон в своей теории, в общем-то, стала проблема идентичности личности. Причем надо сказать, что, конечно, у этой проблемы были и, так сказать, такие корни в собственной биографии самого Эрика Эриксона. То есть, действительно, человека с таким жизненным, так сказать, путем, не могли не заинтересовать проблемы идентичности. Ну и, в общем-то, он действительно очень многое привнес в науку. И если дать буквально несколько штрихов к портрету Эрика Эриксона, то, наверное, надо упомянуть следующее. Значит, фамилия Эриксон – это псевдоним. И фактически вот все это сочетание Эрик Эриксон, оно означает, что это Эрик – сын вот Эрика, то есть как бы сын самого себя, человек, который сам себя нашел, сам себя сделал. И это, в общем-то, вот все возникает, то есть вот такой его подход к собственной жизни, и принятие вот этого псевдонима связано с тем, что, в общем-то, он был незаконно рожденным ребенком, его мама была еврейка, отец датчанин, при этом, значит, сын унаследовал светлоглазость, сероглазость и белокурость. При этом он жил в еврейском квартале, постоянно подвергался всевозможным дразнилкам, каким-то замечаниям на тему того, что он не похож на большинство населения этого квартала, он какой-то не такой, неправильный. И, в общем-то, безусловно, уже с детского возраста такого рода опыт, он наталкивает человека на то, чтобы вообще задавать себе вопрос о том, а кто же я такой, а как мне можно себя понимать? Это и есть как раз вот эти вопросы, связанные с идентичностью. И вот эти вопросы, которые он, в общем-то, стремился решить для самого себя, он фактически принес в психологию по мере того, как он становился профессиональным психологом. А до того, как вот начать проходить психоанализ у Анны Фрейд и вообще интересоваться проблемами психоанализа, посещать семинары, которые вела, в частности, Анна Фрейд, до этого он, в общем-то, перепробовал множество профессий, и маляра, и художника, и какие-то там разнорабочие, грузчики. Это все были, так сказать, варианты его, так сказать, таких профессиональных проб. То есть он, естественно, достаточно естественно, что он ушел из семьи, хотя, в общем-то, у него появился приемный отец, который дал ему свою фамилию. То есть вот вторая такая фамилия, которая приводится в учебниках, это Эрик Хомбургер Эриксон. Хомбургер – это как раз фамилия его приемного отца. И тем не менее он, только что достигнув совершеннолетия, ушел, конечно, в свободное некое такое жизненное путешествие. В нем он получил очень многообразный опыт. И вот действительно возникла у него такая встреча, произошла встреча с психоаналитиками. И, в общем-то, действительно, по мере того, как он становился как раз вот профессиональным психологом, он начинал все больше и больше как бы переосмыслять основные представления психоанализа, в частности, представления о том, вот что движет человеком в его жизни,
как бы какова роль, скажем, социума в формировании человека. А мы с вами говорили о том, что, в общем-то, большинство современных теорий развития, они принадлежат к категории таких двухфакторных теорий, которые подразумевают, что есть биологическое начало в человеке, а есть некоторый социальный опыт или, так сказать, средовой опыт, которые тоже могут вносить определенную, так сказать, какую-то свою, так сказать, ноту, свое влияние на развитие человека, формировать его каким-то образом. И вот мы с вами говорили на предыдущих занятиях, в первом разделе в частности, да, что для классического психоанализа было свойственно понимание роли социума в жизни человека как, в общем-то, такого фактора травматизации, то есть моральные нормы, которые транслируются на растущего ребенка с самого начала, так сказать, его жизненного пути, с самого малого возраста, по мнению классических психоаналитиков, прежде всего Зигмунда Фрейда, эти, так сказать, воздействия, движимые, так сказать, какими-то моральными правилами, они чрезмерно строги, они приводят человека к невротизации. Зачастую, так сказать, это просто какие-то проявления непонимания со стороны взрослых потребностей ребенка, слишком грубые наказания за какие-то неправильные действия, да, ну, допустим, вот слишком грубое приучение к опрятности, то есть к тому, чтобы ребенок, значит, правильно пользовался горшком и так далее, да, слишком грубое отучение от груди. И вот, так сказать, комок вот этих вот детских травм – это, как правило, очень такой важный содержательный предмет для психоаналитического разбора, да, в процессе как раз психоаналитической терапии. И вот как раз Эрик Эриксон в процессе своего вот такого научного взросления он начинает переосмыслять роль социума, и для него, в его, так сказать, видении, в общем-то, социум, культура с теми ожиданиями, которые она предъявляет к человеку, к растущему, в общем-то, вот в теории Эриксона эта, так сказать, культура, да, она видится все-таки как фактор позитивный, как фактор, который ведет к максимально конструктивному, полноценному развитию человеческой личности, когда эта личность учится отвечать на вот эти ожидания культуры, на задачи, которые ставит культура перед растущей личностью. И вот как раз в этом, конечно, очень важный такой акцент теории Эрика Эриксона, которая, в общем-то, по своим источникам, да, она, в общем-то, ну, такая достаточно богатая. Да? Дело в том, что помимо того, что Эрик Эриксон стал действующим психотерапевтом, то есть вот изучив психоанализ, осмыслив его для себя, как вы понимаете, это вот третье поколение, да, психоаналитиков, это люди, которые родились в начале 20 века. Эрик Эриксон действительно родился в 1902 году. И, в общем-то, его вот этот жизненный и научный путь, он продолжался до самого конца 20 века, до 1994 года. И он как раз вот в середине 20 века начинает быть активным психотерапевтом, и в основе той теории, которую он сформулировал, в общем-то, лежит его психотерапевтический опыт, безусловно. Но кроме этого, когда он пришел к своей модели развития, да, к своему пониманию развития, которая, в общем-то, первично для него проистекала из наблюдений над развитием, да, и над какими-то проблемами своих пациентов, прежде всего происходящих из, вот, так сказать, белого американского населения, то у него возник законный научный вопрос, а насколько, в общем-то, универсальны те законы, так сказать, развития, которые он сформулировал, и для этого он, для того, чтобы проверить вот эту, так сказать, свою
гипотезу о том, что эти законы универсальны, он проводил специально такие этнографические наблюдения, этнографические исследования. При этом он просто какое-то время проживал в резервациях для индейцев, то есть это те как бы такие относительно замкнутые, так сказать, местности, в которых индейские племена живут своим традиционным укладом. В середине XX века и во второй половине XX века их можно было достаточно легко найти. И вот как раз значит, Эрик Эриксон наблюдал за тем, как идет взросление человека в, так сказать, племенах индейцев. В данном случае у него как бы его, так сказать, наблюдаемыми вот этими популяциями были индейцы Сиу и индейцы Чероки. И, в общем-то, он убедился, вот, проводя вот такого рода исследования, проводя такого рода наблюдения, что те закономерности развития, которые он наметил, которые он уже, в общем-то, для себя сформулировал, они в значительной степени универсальны. То есть каждая культура действительно формирует некоторые ожидания по поводу того, что растущий член этой культуры должен вот, сделать в своей жизни, чему он должен научиться, каким образом он должен себя вести. И, в общем-то, вот в результате действительно те книги, те труды Эрика Эриксона, которые он опубликовал в 60-х, 70-х годах и далее, в общем-то, они очень быстро стали бестселлерами. Эриксон, так сказать, вот получал всяческие почести в американской, вообще в западной культуре. В нашу культуру он пришел только ближе к 90-м, то есть его работы перевели. Вот действительно тоже те идеи, которые он разработал и которые он, так сказать, представил в виде вот этой эпигенетической теории развития личности, они стали достаточно широко известны и популярны среди психологов. Значит, вот если говорить о смысле, да, вот самой вот этой теории, я уже сказала о том, что основная идея Эрика Эриксона в том, что человек в течение своей жизни, в различные возрасты своей жизни, он, ну, как бы проходит определенные такие периоды, в течение которых он должен решить определенную задачу, которая вообще-то вот существует в культуре и которая транслируется на растущего человека в виде некоторых таких ожиданий, да, ожиданий от него. И как раз вот эпигенетический принцип развития, как его понял Эрик Эриксон, состоит в том, что человеческая жизнь предстает в виде некоторого, так сказать, вот такого последования периодов, в течение которых человек переживает определенные кризисы развития. И эти кризисы развития связаны с тем, что человек, так сказать, вот либо справляется с решением той задачи, которая стоит перед ним, да, то есть вот транслируемая из культуры задача принимается человеком растущим, да, и, соответственно, вот в результате прохождения того или иного возрастного периода человек либо как бы находит некое позитивное решение той задачи, которая перед ним стоит, либо он ее, так сказать, решает плохо или практически совсем не решает, или, так сказать, возможно, какие-то промежуточные позиции, да, решения этих задач, промежуточные варианты между вот этими полюсами плюс-минус. Эриксон обозначает эти полюса плюс-минус, и, собственно говоря, вот те названия этих полюсов, которые он дает, они действительно сейчас в настоящее время уже прочно вошли в психологическую науку, не только в западную, но и в нашу отечественную, и, в общем-то, могут являться достаточно такими информативными описаниями вот того, какие проблемы вообще могут быть у человека. То есть вот эпигенетический принцип состоит в том, что вот в раннем периоде человек решил или плохо решил, или вовсе не решил какую-то задачу. Да? Дальше, так сказать, в следующем возрастном периоде у него возникает другая задача, которую он вот при, скажем, негативном варианте решения предыдущей задачи, скорее всего, тоже решает не очень хорошо, но бывает по-разному. И вот как бы происходит вот такое наслоение, так сказать, вот такой своеобразный слоеный пирог
возрастных периодов развития, который уже является источником тех проблем, с которыми человек сталкивается уже во взрослости. И для того, чтобы лучше понять источники этих проблем, как раз Эрик Эриксон и его последователи, они предлагают обратиться к онтогенезу, то есть как бы к истории развития человека от самого начала его жизни, да, от самого рождения и до настоящего момента, и попробовать понять, так сказать, каким образом как бы со знаком плюс или со знаком минус были решены те проблемы развития, которые стояли перед этим человеком, и, следовательно, какого рода помощь психологическая, да, нужна данному конкретному человеку. И забегая немножко вперед, я еще вернусь к этому вопросу, забегая немножко вперед, я хочу отметить, что в процессе психотерапии, основанной на идеях Эрика Эриксона, в общем-то, так сказать, по мере выявления тех проблем, которые, возможно, так сказать, имеют источником негативный вариант решения той или иной задачи развития, как бы в процессе решения этих проблем человек как бы в процессе терапии может вернуться в какую-то определенную, так сказать, эту возрастную точку и как бы дорешать те проблемы, которые были решены со знаком минус или не были решены вовсе, в его, так сказать, процессе развития, начиная с самого раннего детства. И, в принципе, такого рода события, как бы возвращение, да, в содержательном плане назад, в более ранний возраст, оно может происходить и в обычной жизни. То есть вне какой-то терапевтической ситуации просто жизнь может предлагать какие-то ситуации, в которых человек может перерешать ту или иную задачу и уже выйти с каким-то более позитивным результатом. И, в общем-то, этот процесс как раз Эрик Эриксон назвал процесс трансцендирования. То есть человек может как бы трансцендировать через периоды развития в прошлое, но на самом деле не только в прошлое, но иногда он может как бы в идеальном таком плане трансцендировать в это свое будущее, в те периоды, которые еще не состоялись, еще не наступили по времени, да, жизни этого человека. И, в общем-то, здесь есть возможность как бы ставить какие-то дальние цели, да, как бы понимать, предвидеть какие-то возможные варианты развития и так далее. Да. То есть у Эрика Эриксона сложилась такая концепция человеческого развития, связанная с этим эпигенетическим принципом, то есть наслоением, так сказать, вариантов решения различных задач развития, в этих кризисах развития, да, в возрастных периодах развития и, соответственно, с возможностью решения этих проблем. То есть это задает сразу такой практикоориентированный тон всей теории Эрика Эриксона. И давайте как раз попробуем ознакомиться с теми периодами и с теми как бы задачами, да, которые, как полагает Эрик Эриксон, должны быть решены в процессе развития человека и обеспечить такой позитивный, полноценный вариант развития человеческой личности. Это в некотором идеальном случае, да, но понятно, что идеальных случаев довольно мало, и эти случаи точно, скорее всего, не попадают на психотерапию, то есть не становятся как бы объектом исследования для психотерапевта и объектом осмысления, да, так сказать, довольно часто мы действительно имеем какие-то проблемные варианты развития хотя бы на части возрастных периодов, а иногда и на, так сказать, большей части этих периодов. Итак, давайте попробуем начать, так сказать, разбираться, да, с тем, как Эрик Эриксон понимает те или иные возрасты и их психологическое наполнение. Итак, начинается все с младенческого возраста. Это период до 1 года. И здесь, как видит Эрик Эриксон, да, он полагает, да, что основная задача, так сказать, которая стоит перед этим маленьким существом, которое еще не говорит, которое очень беспомощно, которое крайне нуждается в заботе и внимании со стороны взрослых, да, которые
одевают, так сказать, купают, играют, в обязательном порядке, конечно, там кормят этого ребятеночка. В общем-то, вот Эрик Эриксон говорит о том, что вот как бы витально, понятное дело, что ребенок не формулирует такого рода как бы вопросы, проблемы на некотором языке. Да? То есть это вот все, вот это биологическое существо ощущает, что вот есть такая проблема, есть такой вопрос, на который как-то надо для себя ответить. А вопрос, если его, так сказать, переводить в слова, он звучит следующим образом. Вообще можно ли доверять окружающему миру? Меня здесь вообще ждали, меня здесь любят, обо мне заботятся или нет? Да? И вот то, что в идеале должно получиться, так сказать, в результате ответа на этот вопрос, это то, что Эриксон назвал витальное доверие или базовое, или базисное доверие вот этой вот маленькой человеческой личности к окружающему миру. Да? То есть если действительно есть забота, внимание, любовь, уход, так сказать, вот правильное понимание со стороны взрослого окружения проблем ребенка. Да? Ну, например, ребенок может капризничать и хныкать, плакать, ну, потому что ему, например, жарко. Да, так сказать, его слишком укутали. Может быть, ребенок хнычет, потому что он голодный, он проголодался, его надо покормить. Да? Вот очень важно, чтобы взрослое окружение, прежде всего мама, чтобы они правильно понимали потребности ребенка и действительно отвечали, так сказать, на тот запрос, на те проблемы и потребности, которые реально есть у данного конкретного ребятенка. Может быть, он хныкает, потому что ему скучно, с ним надо поиграть. Да? Вот, может быть, он хнычет, потому что вот ему, опять же, холодно, да, то есть его надо укутать и так далее. Да? То есть вот очень важно, чтобы взрослые считывали вот это состояние ребенка. Для этого, безусловно, нужна некоторая эмпатия, да, некоторая такая расположенность вообще к этому ребенку. Да, так сказать, вот как вы понимаете, родитель, которому вообще этот ребенок не нужен, который, так сказать, совсем не рад тому, что этот ребенок родился, он, в общем-то, скорее всего, будет, так сказать, не обращать внимания на вот какие-то сигналы от ребенка, да, возможно, просто оставлять его, так сказать, самого по себе, да, наедине с собой, со своими проблемами, поорет и успокоится там, и так далее. Да, и вы понимаете, что это уже сдвиг решения этой проблемы к тому, чтобы сформировалось вот это базисное недоверие к окружающему миру или витальное недоверие. Да, то есть мир как бы вот он враждебен, он как бы не расположен ко мне, меня тут, так сказать, не ждали, не любят, не привечают, так сказать, обо мне не заботятся. И это ведет к развитию замкнутости и вообще к какому-то такому вот глобальному недоверию и к миру вообще, и к людям в частности. Да? Понятное дело, что огромное, конечно, значение здесь принимает личность мамы, да, личность матери и ее отношение к ребенку. Да? То есть насколько она заинтересована в этом ребенке, насколько она любит этого ребенка. И, в общем-то, при позитивном исходе как раз вот Эриксон говорит, что закладываются некие такие добродетели, которые он сформулировал как некая, так сказать, энергия и желание жить дальше, и некоторая такая надежда на дальнейшие какие-то позитивные события, надежда на будущее, надежда на то, что все будет хорошо. И кроме, так сказать, вот всего, о чем я сказала, Эрик Эриксон еще ввел такое понятие, как модус эго. Вот мы с вами помним из разбора классического психоанализа, что там выделяются вот эти основные инстанции личности: эго или я, оно или ид, и суперэго или сверхя. И как раз вот для Эриксона характерно, помимо того, что он переосмысляет роль социума и, так сказать, признает за ним гораздо меньше вот этой вот травматизации ребенка, он также, в общем-то, делает очень существенный акцент на человеческом «я». При том, что в классическом психоанализе, безусловно, прежде всего акцент был на «оно», на бессознательном. Да? И как раз вот классический психоанализ, он провозглашает вот эту вот, так сказать, важную для психологии тему, да, и даже как предмет психологии,
он видит именно бессознательное человека, да, которое в значительной степени управляет человеческой жизнью. Для Эрика Эриксона очень важен акцент на эго, на «я». То есть на том, как человек может сам принимать решения, как человек может видеть свою жизнь, осознавать свою жизнь и себя самого. То есть это имеет как раз отношение к той самой идентичности, о которой мы говорили, да, и как человек может управлять своей жизнью. Итак, вот тот модус эго, так сказать, который характерен для младенческого возраста, то есть возраста от рождения до года, Эрик Эриксон его обозначил как модус впитывания. И это как бы не только то, что связано с вообще, так сказать, грудным вскармливанием и с питанием, да? Это еще и именно вот эти социальные контакты, которые, в общем-то, крайне важны. И вот мы с вами уже на недавних занятиях говорили как раз о том, что ребенок рождается с уже, так сказать, как бы имеющейся тенденцией сосредоточивать свое внимание, свой взгляд на лице другого человека. Эрик Эриксон по-своему переосмыслил это явление, и, в общем-то, вот это впитывание, оно у него касается и вот как бы впитывания взгляда другого человека, в котором, в общем, действительно младенец как бы вот прочитывает это отношение, да, как ты ко мне относишься, а вот что ты, так сказать, да, хочешь для меня сделать, да, каковы твои намерения относительно меня. И вот это внимание к другому человеку, этот распахнутый взгляд маленького ребенка, это как раз вот то, что касается вот этого модуса эго по отношению к младенческому возрасту, вот этот вот модус впитывания, да, так сказать, впитывание всего того опыта отношений, которые, так сказать, возникают вокруг этого ребенка и которые направлены на этого младенца и, соответственно, вот как бы ходят, да, так сказать, во внутренний мир этого младенчика и, соответственно, формируют вот буквально самую-самую базу того, как он относится к окружающему миру. Следующий период, который Эрик Эриксон рассматривает, у него называется раннее детство. Это период с года до 3. И здесь как раз выступает на первый план то, что психологи в шутку называют битвой вокруг горшка. То есть в, так сказать, классическом психоанализе этот период характеризовался как период приучения к опрятности, который связан с тем, что вообще, так сказать, вот процесс физиологического созревания, он дает возможность, так сказать, маленькому ребенку с года до 3 уже контролировать какие-то свои, ну, скажем, выделительные акты. Да? То есть это вот дефекация и мочеиспускание. И, так сказать, в этот период, как правило, идет вот приучение ребенка к опрятности, то есть к тому, чтобы он как-то вот заранее уже умел, значит, сориентироваться, что ему, так сказать, возможно, пора на горшок, и подавал сигнал об этом, и, соответственно, чтобы эти все функции своим чередом формировались. Но Эрик Эриксон понимает этот период гораздо шире. Он его видит как период приобретения некоторой автономии, связанной с вообще, так сказать, локомоции. Дело в том, что вот этот период, да, с года до 3, это действительно период очень как бы интенсивного развития различных навыков самообслуживания. Да? То есть у ребенка созревает не только возможность, так сказать, контролировать свои какие-то выделительные акты, то есть как бы физиологическая система развивается, дифференцируется и дает такие возможности, но так сказать, одновременно у ребенка возникают совершенно новые возможности самостоятельно ходить, карабкаться по лесенке, самостоятельно брать в руки там чашки, ложки и так далее. Да? То есть уже, так сказать, вот участвовать, да, в том, чтобы принимать пищу, да, активным образом здесь вот, так сказать, взаимодействовать со взрослым или даже уже там ближе к 3 годам зачастую
многие вещи делать самостоятельно. Да? Здесь же, так сказать, возникает огромный комплекс навыков, связанных с одеванием и раздеванием. Да? Ребенок уже осваивает всякие там пуговицы, липучки, молнии, так сказать, одежки, рукава там, и так далее, шапочки. Это огромное совершенно поле развития. Очень важно, чтобы и родители, и воспитатели это понимали. И когда у ребенка все получается, у него возникает вот этот вот благоприятный выход из кризиса, когда Эриксон говорит, что у него формируется чувство автономности, чувство «я могу», закладываются некоторые такие вот основания воли. Как бы я могу и чашку сам, я могу и там ботиночки или сапожки одеть, я могу, так сказать, вот у меня получается и по лесенке, там, из горки, все у меня совсем неплохо. И очень здорово и замечательно, когда взрослые поддерживают ребенка в этом. То есть, допустим, негативный полюс, да, который здесь возможен, Эриксон его называет полюс стыда и сомнения. Это тот период, да, когда очень важно ребенка не стыдить, не принуждать его, так сказать, скажем, к вот этому горшку, да, то есть не грубо приучать к горшку, да, не требовать, чтобы ребенок, так сказать, быстро-быстро освоил, вот другие уже, так сказать, могут там из чашки, да, или могут с горки съехать, или там по лесенке взобраться, а ты не можешь, ах ты такой-сякой и так далее, да. Вот закладывается вот это вот чувство стыда по поводу своих возможностей, и родители здесь, конечно, являются очень мощным, очень важным фактором позитивного развития. Очень важно, чтобы родители такие вещи понимали. И здесь как раз вот такой вот модус эго, да, это действительно вот такая вот локомоторная активность, то есть активность, связанная с движением, с освоением окружающего мира, с освоением навыков самообслуживания и так далее, и так далее. Очень важно, чтобы среда была именно поддерживающая, позитивно настроенная, и помогающие формировать вот это чувство автономности. Я могу, у меня получается. И, так сказать, если предыдущий период был, так сказать, также с таким знаком плюс пройден, да, то здесь уже как бы вот возникают некоторые начатки, да, самые-самые начатки, да, вот этой произвольной регуляции поведения, которые потом будут очень важны в жизни этого человека. И вот здесь уже закладывается то, что у меня получается, я могу, если я постараюсь, я там на лесенку залезу и на одной ножке попрыгаю, и там еще что-нибудь такое сделаю. Вот это очень важный такой вот, так сказать, период развития, который наполнен такого рода многообразными явлениями в развитии. Понятное дело, что в это же время начинает активно развиваться речь, постепенно, да, и это тоже, так сказать, определенная сфера для поддержки, так сказать, развития ребенка, для одобрения того, как он начинает говорить, как он там произносит какие-то слова. Да. Очень важно, чтобы окружение приветствовало, так сказать, речевое развитие ребенка, радовалось этому развитию, поддерживало ребенка и так далее. Да. То есть это вот действительно возможность как бы сдвинуть, да, развитие в сторону вот этого позитивного полюса, полюса автономии и избегания вот этого, так сказать, негативного полюса, который у Эриксона назван полюс стыда и сомнения в себе. Да, то есть вот такого рода вещи по Эриксону закладываются так рано, вот на, так сказать, вот этой вот стадии раннего совсем детства, раннего возраста, с года до 3. Вот это конкретное занятие у нас с вами подходит к концу. На следующем занятии мы продолжим разбирать концепцию развития личности Эрика Эриксона, разберем последующие периоды. А сейчас вопрос.